Сёма, ты обиделся? Ну ладно. Вот пусть там и лежит обиженный. Добрый день, друзья! Но вы меня всегда просите похвастаться теми орхидеями, которые я купила в Леруа Мерлен. Город Ростов-на-Дону, находится этот Леруа на улице Даватора. Обзор уже вышел. Ссылку на видео я поставлю в правом верхнем углу экрана. И хочу вам сказать, что поставка была сказочная, великолепная. Я не показала даже 10-й части орхидей, которые были в этой поставке. Они были настолько все красивые и настолько все яркие, и столько было желанных, необычных и очень редко попадающихся орхидей, что вот все показать сложно. А уж выбрать вообще не представляется возможным. Я выбрала 3 орхидеи. Но когда мы с мужем начали этот выбор, он тоже выбрал 3 орхидеи и сказал, что нет, его выбор тоже надо брать. И в конечном итоге получилось 6 орхидей. Я, конечно, в восторге от этих 6 орхидей, и сейчас я вам каждую быстро покажу. Одна из моих давних хотелок – это каода. Ну, может быть, она не представляет из себя огромного цветка или какого-то безумно красивого цветения, но, наверное, для коллекционера она является изюминкой. Во-первых, лепестки плотные. Цвет лепестков от темного к краю переходит в сиреневый и с тонкой окантовкой белого. Язык орхидеи на этом фоне смотрится почти белоснежным с небольшими фиолетовыми крапинками. Когда я дома сняла пакет упаковочный, я была в еще большем восторге. Оказалось, что это каода с деткой. То есть за 474 рубля я купила сразу 2 орхидеи. Каода капризна. Корней у нее немного, но они есть, они здоровые. Еще хочу обратить ваше внимание, что поставка была необычно тем, что у всех, то, что я снимала, основное количество орхидей было с сухими корнями. Вот эти все орхидеи, которые я выбрала, были корни сухие. Но так как прошло уже 3 дня, я полила все орхидеи, и даже одна из них успела просохнуть. И эта орхидея. Летняя песня. Яркая, лепестки разного окраса. Даже были раскукленные корни у нее. И начала распускать бутончики дома. В зимнее время купить такую яркую орхидею, напоминающую лето, это большое удовольствие. А вот и корни. И, конечно, напоминание о зиме. Даже название «Поттер» или «Морозная вишня» говорит о том, что сейчас зима. Расцветка этой орхидеи говорит сама за себя. Посмотрите, как интересно окрашены лепестки цветов. Лепестки именно этого цветка.
неплохие, корни есть. Вы знаете, все неплохие орхидеи, то, что касается корней именно у этих орхидей. Да вообще была сказочная поставка, что там говорить. Теперь, следующая орхидея – это золотой леопард. У меня есть золотой леопард, но цвет лепестков там более розовый. А у этой орхидеи именно золотой. Вот эту орхидею выбрал мой муж. И знаете почему? Сейчас поверну. Когда он снимал эту орхидею, он обратил внимание именно на этот цветок, именно на эту мутацию. На одном лепестке есть небольшой защип, а вдруг она через 5 лет станет бабочкой? Ведь есть такое. И еще у нее не 5 лепестков, а 6. Вот представляете, какие препараты применяются к этим орхидеям? Остальные цветы такого же яркого, насыщенного цвета, но уже без мутаций. Корни есть в горшке водоросли, но это все не страшно. Вы, наверное, заметили, что первые 3 орхидеи это выбирала я, а теперь я показываю то, что выбирал муж. Вот такой биглип. Причем обратите внимание, что 3 орхидеи приблизительно одного цвета он выбрал. Биглип сказал, что от такого биглипа отказываться нельзя ни в коем случае, поэтому мы его берем и тоже не обсуждаем. В общем, устроились на всю пенсию. Ленину. Ну да. Наполовинку. На половину пенсии. И еще одна орхидея. Если вы знаете название биглипа и вот этой неоновой орхидеи, то подскажите, пожалуйста. Здесь я вам хочу показать. Вот распускается бутончик, на нем нет. Вот только-только открывается цветок, на нем нет неонового оттенка. И как только подрастает сам цветок, по краю лепестков появляется, вот здесь меньше, здесь больше, неоновый, розово-неоновый цвет. Ореол на лепестках. И это завораживает взгляд. Вот потому мы с мужем и не могли решить, что же нам нравится больше. Темная колода, зимняя вишня, летняя песня или эти 3 ярких орхидеи. Я думаю, что до Нового года еще будет несколько поставок в Леруа. Постараюсь сделать обзоры, но не знаю, будет ли возможность приобрести еще орхидеи. Так, хотелось бы что-нибудь невероятно красивого. Ну, может быть, что-нибудь попадется. Ведь в этот раз в поставке был Будда. А уж сколько было котов, молний и других биглипов и очень красивых орхидей. Невероятное количество. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Семочка, иди, тебя обидели сегодня. Иди, мой хороший, иди. Почему его не обидели? Обидели, на него Ричи гавкнул. Где ты делся? Тёмочка не хочет. Семочка, ну конечно. Миша, он так. сейчас прыгнет. Ну так я Не понимаю. хочет он идти. Он вон туда идет, к тебе идет.
Семка, иди, не бойся, иди. Ричи тебя не будет обижать. Ричи сегодня что-то совсем обижает Сему. Вот. Иди посмотри, Иди сюда, какие там. красивые орхидеи. Иди. Иди проверь. Ну, я понимаю, что ты ко мне идешь. Да. Не пойдешь смотреть орхидеи? А скажи, зачем мне на них смотреть? Я на них 3 суток смотрю, они полстола занимают в зале. Тут пол его стола в зале. Да. Все. Да. Стол мы тебе уже освободили. Пол моего стола занимают в зале. Ну иди ко мне. Глаза б моих не видели. Иди ко мне. Я обиделся. Ну и ладно, все.